Алиса, стоп. День добрый, вечер добрый, точнее, дорогие слушатели, зрители. Надеюсь, меня слышно и видно. Каналы связи нас не подведут, но это не точно. Как обычно, мы встречаемся по пятницам в 6 часов вечера по Москве. Сегодня пятница, 13 февраля. Прекрасный день. Формат немного модифицирован нашей встречи. Вы задавали вопросы в Телеграме. За эти вопросы люди голосовали. Я выбрал наиболее популярные у зрителей и на них отвечать и буду. Я пока не уверен, что меня видно и слышно, к сожалению. Но если не видно и не слышно, то вы как-то маякните мне. Потому что вроде бы все должно быть окей. Так, ну, в общем, не будем долго заниматься проверками. Если не получится, то начнем заново. В общем, я программист, немножко менеджер, немножко инвестор, немного писатель, технический в основном. И могу вам чем-то быть в этих вопросах полезен, в этих областях. Давайте начнем с первого вопроса. Я просто вашу реакцию не вижу пока. Никто не сказал, что что-то плохо, и никто не сказал, что что-то хорошо. Дайте мне знать кто-нибудь, что вы на связи. Потому как задержка странная, и YouTube, сами знаете, как работает. На ВК меня тоже можно смотреть. И там должно быть, по идее, лучше. Но вы сами понимаете, что все это через VPN происходит, через Америку причем. Поэтому могут быть вполне себе большие задержки. Ну ладно, тормозов не вижу, вроде бы все молчат, значит, можно идти дальше и переходить к первому вопросу. Например, такой вопрос вы задаете. Когда уже появятся ваши книги на русском языке в печатном виде? Хочется спросить, когда уже исчезнут программисты, которые хотят читать книги технические о программировании на русском языке? Я до сих пор испытываю двоякие чувства относительно того, что мои книги были переведены на русский язык и изданы в русском варианте. Потому как, мне кажется, они в основном потеряли в качестве от такого события. Я как-то не очень с интересом отношусь к тому, чтобы снова повторять то же действие. Кажется, что теряем в качестве и как будто бы теряем интерес от аудитории таким образом. Хотя вы скажете, нет, наоборот, мы русскоговорящие, нам лучше читать на русском. Но вот в одном из вопросов сегодня прозвучала такая фраза «запахи кода». Я честно скажу, я смеялся, когда это услышал. Я не знал, что бывают у кода запахи. Хотя понятно, что это калька с английского code smells. Но чтобы это были запахи, это звучит крайне странно. Это как название лекарств или название болезней переводить с латыни на русский язык. Ну, этим не занимаются врачи. Они называют теми названиями, какими привыкли называть в индустрии. Мы должны делать примерно так же. А названий в техническом тексте очень много. В каждом предложении половина слов – это термины технические. Если текст, конечно, не об истории программирования, не об истории кибернетики, а о конкретных вещах, которые касаются строк кода, классов, объектов, методов, полиморфизма, наследования, чего угодно. Так что не хочу больше издавать на русском языке, вот так скажу. Дальше вопрос. Попросили свое мнение высказать о мнении некого Мэтт Шаммер, который буквально пару дней назад на Твиттере, а также в своем блоге написал целое воззвание на 3 страницы, которые я не осилил, естественно, там слишком много букв, но я загрузил весь этот текст в чат GPT и спросил у него,
краткую выжимку материала, и он сказал, что надвигается какая-то страшная угроза, сравнимая с проблемой COVID-19, мы все к этому не готовы, но скоро-скоро, вот-вот, так же, как когда-то мы были не готовы к ковиду, а он наступил, а мы предупреждали, также случится снова, что-то такое наступит, искусственный интеллект нас всех поработит, он начинает думать, он начинает чувствовать, он начинает какой-то бла-бла-бла, если честно. Я не понимаю, почему вдруг конкретно этот блог, конкретно этот текст получил так много лайков. Я не увидел там ничего нового. Да, об этом говорили еще 10 лет назад, и 5 лет назад, и 5 месяцев назад, и 5 дней назад. И всегда, и все время наступает какая-то проблема. Директор Антропика, этот Матео, или как его зовут, говорил нам год назад, что через 6 месяцев 90% кода будет писать Клод-код. И что, где мы? Я один в моем окружении, у кого есть Клод-код. Все остальные сотни программистов, кого я знаю, они пишут по-прежнему, как пишут. Ну, это спекуляция. Я вам уже объяснял, зачем нужны такие спекуляции. В основном для разогрева рынка, инвестиционного климата и агрегации денег в нужном направлении. Интенсивнее инвесторы вкладывают, новостная повестка за ними поспевает. Чем больше новостей, чем больше трагедий, тем больше туда будет инвестиций. Потому что, конечно, инвестор хочет вложить туда, где будет коллапс. Да? Там все рухнет, значит, останутся только те компании, которые дружат с терминатором, который скоро придет. Ну, думаю, что такое простое объяснение, и дальше ходить нет смысла. Дальше вопрос. Спрашивают меня, вы уже установили Макс на Mac? Ну, с этим Максом я пару дней назад написал в Телеграме сообщение о том, что давайте переходить в Макс, потому как Телеграм блокирует. От меня сразу отписалось 25 или, может быть, больше человек. Реакция этих мамкиных либералов и мамкиных оппозиционеров не заставила себя ждать. Что вы скажите мне, вот те, кого волнует тема Макса, кого волнует тема блокировки Телеграма, кто жить не может без свободы слова? Вот вы какую роль в этой борьбе видите для себя? Насколько вы видите себя способным вообще играть какую-то роль? Вот в ситуации, которая складывается на макроуровне. Зачем это делать? Вот так скажу. Давайте от вопроса про роль. На него понятен ответ. Да? У вас нет никакой роли. Вы никто в этом процессе. Вы ноль. И я вместе с вами. Мы никакой роли не играем. Мы никем не учитываемся. Мы не должны учитываться никем. Наше мнение не должно учитываться. И вот вы начинаете, значит, возмущаться. Это вот приведу аналогию. Это как если бы выходил я на улицу, а там холодно, и снег идет. Я бы возмущался. Вот сволочи, холодно же, я замерзаю. Ну как так можно? Это же безобразие какое-то. Надо что-то с этим делать. Отписка. Немедленная отписка. Егор призвал идти в Макс. Отписка от него. Подписка на Каца с Варламовым. Вот ваша реакция. На то, что на улице холодно. Вы ничего не можете с этим сделать. Ну да, холодно, да, вам отключают Телеграм. Это действия, которые с вами будут делать и делали 100 лет назад, и 1000 лет назад, и через 1000 лет назад. Вы будете в своем классе социальном, и над вами будут люди, которые принимают решения о том, как вам жить. Кто-то принимает решение, когда идти снегу, а когда будет светить солнце. Вы можете сделать только две вещи, которые укладываются в шаблон поведения нормального человека, который мыслит и который в своем уме. Потому что тот, кто возмущается, что ему отключают Телеграм, это не в своем уме человек. Он ничего не может сделать, он не пытается ничего сделать, он не выходит на улицу и не бьет стекла, и не бросает бутылки с зажигательной смесью в машины милиционеров. Он этого не делает. Он ходит на работу, обычный кодер, и там на работе возмущается. Сидит на своем кресле с хорошей зарплатой, справа у него кофе, слева у него кактус любимый, и вот у него борьба идет. Он оппозиционер, он подписан на все оппозиционные каналы, он всем репостит всевозможные телеграм-ссылки, он полон решимости, вот, полон оппозиционной энергии. Это больной на голову человек. Не будьте таким. Вы можете в этой ситуации делать две
как сказать, здоровые вещи, здоровые реакции. Первая реакция, вы можете просто тепло одеться. Холодно на улице, отключили Telegram, мы поставили VPN. Все. Окей, нам блокируют VPN, мы создаем другой VPN, мы находим другие протоколы. Мы просто реагируем на действия начальства. Я вам говорил, мы не ссоримся с начальством, мы не спорим с ним. Мы просто реагируем на его действия так, чтобы нам был как можно меньший ущерб. Саботируем, увиливаем, прячемся, ставим VPN, выживаем. Это нормальная реакция человека. Одеваем куртку потеплее и все, и не обращаем дальше внимания на холод. Либо второе действие. Мы занимаемся макроанализом. Мы начинаем анализировать, а почему холодно в этой полосе? А почему холодно сейчас, а 50 лет назад было теплее? А будет ли теплее через 50 лет? Это тоже реакция нормального здорового человека. Он производит анализ ситуации в целом. Вы можете проанализировать, а как в принципе государство борется со своим инакомыслием в народе? А как это делали 100 лет назад? А как это делают в других странах? А к чему это приводит? Эти рассуждения тоже вполне нормальные и здоровые, но не применяйте это к конкретному кейсу. Не цепляйтесь вы к этому Роскомнадзору. Это один единичный случай, которых в мире миллионы. Людям ограничивали свободу слова, свободу воли, свободу всего всегда и везде. И так было, и на этом стоит идея государства, на этом стоит идея организации людей в более-менее послушные группы. Если вы хотите жить в непослушной группе, в хаосе, в бардаке, то это будет другая история. Но вы не захотите там жить. Вы не захотите жить там, где можно все, где нет давления государства. Там жить будет неудобно. Там просто не будет горячей воды, там не будет тепла, там не будет света, там будет плохо. Занимайтесь макроанализом, становитесь специалистом в области государственного управления. Это замечательно. Но не цепляйтесь к конкретному, как я уже сказал, к конкретному кейсу. Вот мое такое мнение. Я получу еще какое-то количество подписчиков, от писунов. Видимо, с этим ничего не сделать. Так, дальше вопрос. Как можно организовать правильный документооборот в России, когда все поголовно привыкли использовать Microsoft Office? Я бы убрал слово «в России». Это совершенно не принципиально, в какой стране, потому что Microsoft компания глобальная. Microsoft Office это как погода, это как вот холодно нам, это у нас есть Microsoft Office. Это боль всей IT-индустрии, даже всего компьютерного мира, которая существует много десятков лет, не первый десяток лет. Продукт сделан плохо, продукт сделан так, как делает все компания Microsoft. Сделано в угоду пользователю. Пользователь хочет, чтобы шрифт был жирный и одновременно курсивом. Значит, он сможет это сделать. Он сможет выделить шрифт, сделать его жирным, курсивом, и потом в той же строке сделать еще следующее слово двойным шрифтом, а следующее слово тройным. И никто его не остановит. В этом идея Microsoft Office. Также PowerPoint, также Excel. Можно сделать что угодно. Можно сделать таблицу в Excel, в которой в одной ячейке будет 12 шрифт, а в соседней будет 14. Любой специалист вам по UI, UX, дизайн скажет, что так не должно быть. Не может быть в двух ячейках шрифт 12 и 14. Неправильно это. Он должен быть 12 во всей таблице. Но Excel позволяет вам делать такой визуальный месс. Microsoft сказал, хочет наш пользователь, мы ему это дадим. И пока он будет хотеть, мы будем ему давать. Он хочет шрифты, будем давать. Хочет водку, мы ему нальем. Хочет никотин, мы ему сигареты продадим. Хочет, как хочет. Потому что мы относимся к пользователю как к биоматериалу. Для нас это просто источник денег. Это стадо вокруг нас, которое нам платит. И мы будем его доить любыми способами. Нам плевать, какого цвета у них будет Excel-таблица. Это философия компании Microsoft, которая сквозит из всех их продуктов. Как это изменить? Не знаю. Я не вижу способа это исправить. Я работаю с PowerPoint, я работаю с людьми, которые пользуются PowerPoint, я работаю с людьми, которые пользуются Microsoft Office, где они присылают e-mail, где в одном имейле 4 шрифта разных и 5 разных цветов. Сидит секретарша, пишет e-mail, начинает помечать куски текста. Это у нее желтый, это у нее красный, здесь она синеньким подчеркнула, а здесь она зелененьким выделила. Ей кажется, что это замечательно. Она еще глазки подкрасила, губки навела и отсылает такой бизнес-имейл. И мы все это получаем. И это не остановить. Вот сколько я раз пробовал разговаривать со всякими секретаршами, объяснять им, что цвет должен быть один.
Если шрифт у вас в тексте, то он должен быть один черного цвета. Не нужно его желтым выделять. Это никак не помогает увидеть лучше ваш контент. Это просто показывает, что вы дурак или дура. Чаще второе. Но Microsoft Office помогает им так самовыражаться. Спасения от этого никакого нет, к сожалению. Это должен быть такой культурный какой-то разворот в другую сторону. Это должно быть иное отношение к пользователю. Мы должны перестать пользователя видеть как дойную корову, которая нам просто платит. Мы должны его начать лечить, мы должны его спасать, ему помогать. Приходите говорить, цвета запрещены в e-mail. Они начнут возмущаться, отписываться, как вы от меня отписываетесь, когда узнаете, что какое-то мое мнение с вашим не совпадает. Вы сразу избежали. Я не против, но такое же действие произведет пользователь Microsoft Office, и Microsoft скажет, стоп, не нужно, чтобы не убегали, пускай они любыми цветами рисуют. Должно быть волевое решение компании совершенно в другом ключе. Как это делать в РФ? Давайте конкретный совет дам, может быть, он вам чем-то поможет. Я бы рекомендовал переходить на текстовые документы. Plain text. Я понимаю, это больно, я понимаю, это будет вызывать вопросы. Но пытайтесь работать с документами как они называются, rich text форматированием, типа Markdown. Вот попытайтесь бизнес перевести в каких-то местах, по крайней мере, на Markdown. Это куда более restricted механизм форматирования. В Markdown вы много чего не сделаете, чего может сделать Microsoft Office. Вы не сможете сделать колонки, вы не сможете сделать ширину страницы поменять, вы не сможете увеличить размер шрифта. Многие вещи будут запрещены. Вот переходить на текстовые форматы и уходить от форм, онлайн-форм, это тоже еще одна беда. И двигаться в сторону такого вики-форматирования. Допустим, у вас есть бизнес-задача, где нужен, например, человек должен заполнить отчет о грузе, который доставлен. Вот он, какой-нибудь экспедитор, доставку осуществляет пакета, и ему нужно, прям вся информация должна быть у него в руках, куда он доставил и сколько это стоило. Он может зайти и заполнить 12, 13, 20 полей текста. Где-то дропдауны, где-то чекбоксы, где-то plain text, где-то text area. Через энное количество кликов он нажмет наконец save, и все это дело проверится и спасется. Либо можно дать ему одну большую текстовое поле, text area. И туда он введет текстом в том формате, к которому он привык. Например, слово двоеточие значение. Стоимость, двоеточие, он текст пишет. Адрес получателя, двоеточие и адрес. Особенно сейчас с использованием «и» вы получаете такую текстовый контент от него одной кнопкой save, обрабатываете и говорите, я вас понял вот так. Компьютер говорит, я понял, что вы хотели. Вы вот это хотели, и пишет ему что. Он смотрит на это и говорит, нет, ты немного ошибся, нажимает нет и вносит корректировки. Он понимает, в каком месте он что-то не то ввел. Вот в таком режиме должен работать, как я это понимаю, бизнес-интерфейс. Это куда лучше, чем устаревшие давно морально формочки с многочисленными полями ввода. Дальше вопрос. Как понять, что Claude Code все делает верно при изменении тестов? Не пытается ли он просто сделать так, чтобы тесты были зелеными? Это типичная проблема. У меня тоже возникает такая история, когда даешь ему задачу более-менее сложную, на простых он так не делает. И он, понимая, что задача трудная, он пытается выключить тест. То ли выключить, то ли подправить так, чтобы тест проходил. Буквально у меня сегодня утром была такая история. Он мне стал делать такие вещи, я его поймал на половине, сообразил, что он вытворяет. Я думаю, что единственный способ предотвратить такие действия, помимо, конечно, визуального наблюдения, но вы не всегда проконтролируете, это покрытие тестами разных типов. Если у вас все покрыто только юнит-тестами, то ему светлый глаз поступить именно так. Ему особо ничего не мешает. А он видел, как так поступают программисты. Он же научился на миллионах, миллиардах ситуаций, которые наблюдал. А если у вас тесты и интеграционные, и юнит-тесты, и какие-нибудь снапшот-тесты, и какой-нибудь coverage дополнительный, и какие-то command-line тесты, со всех разных углов вы тестируете приложение. Ему будет
как-то несподручно пойти во все эти точки и везде сделать disable, disable, disable. Для него это будет выглядеть как серьезное нарушение дисциплины. Вот в книге Angry Tests, которую я вам рекомендую, моей книге, я на это обращаю особое внимание. На то, что тесты должны быть разные. В этом идея автоматизированного тестирования. Юнит-тесты хорошо, имейте их. Но это как 5% успеха. Остальные 95% добирайте тестами самых разных форм. Они вам дадут, каждый из них даст какое-то свое понимание продукта и качество. И даст возможность его повышать. Это самое качество. Следующий вопрос. Когда и на какие позиции лучше нанимать практического, а когда теоретического программиста? Причем я вопрос сначала не понял. Я думал, что речь идет о практическом программисте, который программирует, а теоретический это который ходит по офису, щеки надувает и делает вид, что он программист. Я недавно общался с одним таким программистом. Он говорит, я архитектор. Я архитектор, и я говорю, на каком языке? А он говорит, я не пишу ни на каком языке, я архитектор. Я вот несколько минут пытался выяснить, что же он делает в офисе, что это за работа архитектора. И оказалось, что он сидит на митингах и смотрит диаграммы, рисует отчеты в Word и говорит, что ему эта работа уже не очень-то интересна. Я вот думал, что теоретический программист это такой, но тут вопрос уточняется. У одного, говорит автор вопроса, багаж теоретических знаний, и он знает все в теории и знает, как объяснить, что где происходит. И здесь вот эти самые запахи кода он знает. А второй программист ничего не помнит, но пишет хорошо. То есть они оба пишут, но один понимает, почему он использует тот или иной паттерн, а второй просто его использует и даже не знает, что это паттерн. Какой из них лучше и кого из них нанимать? Да, я думаю, что, наверное, второго я бы выбирал, который практический, который поменьше знает про эти паттерны и просто пишет. Но если бы мне нужно было программировать. Если мне нужно поговорить и сделать архитектуру, и у меня ранняя стадия проекта, тогда бы я брал, наверное, вот с теоретической подготовкой, потому что он сможет все-таки как-то подсказать мне, я с ним буду разговаривать на одном языке. А этот, который практик, он даже с ним поговорить не о чем. Я просто могу на него сбрасывать задачи, как на Клод-код, и он их пускай решает. Наверное, так. Дальше, нужно ли рассказывать коллегам про искусственный интеллект? И дальше длинная история о том, как автор вопроса изучил ИИ, например, Клод-код, и пользуется им, а вокруг него сидят люди, которые еще пока не знают и программируют поэтому хуже. И вот у него дилемма, то ли продолжать быть более продвинутым в сравнении с ними и таким образом опережать их и кодить быстрее, быть, соответственно, более производительным и, может быть, и премии получать. Либо, наоборот, поделиться знаниями, и все станут одинаково производительными. И наш автор, герой нашего вопроса, соответственно, будет не так оценен уже и потеряет все преимущества. У него такая моральная дилемма. То ли поделиться, то ли оставить при себе. Думаю, что зависит от того, где вы находитесь. Если вы, конечно, в компании, от которой вам мало что нужно, и вы там просто деньги зарабатываете, то, конечно, не нужно делиться, сидите молча, показывайте хорошие результаты, следите за тем, чтобы Клод-код не вставил в коммиты подпись о том, что это он сделал, он так делает иногда. И, конечно, не рассказывайте, а так. Говорите, что да, вы знаете о том, что есть такой ИИ, но иногда, может, используйте раз в месяц, когда придет настроение. А если эта компания ваша, и вы видите, что вы хотите ей помочь, потому что она к вам хорошо относится, то, конечно, делитесь. Я вам ничего тут нового не сказал. Просто интересен ваш вопрос. На самом деле он резонирует с тем, что я чувствую и вижу в окружающей меня действительности. Многие люди просто не знают о том, что можно пользоваться ИИ до сих пор. Многие никогда не пользовались. У многих нет доступа. Они просто не могут запустить, потому что у них ни VPN, ни американского телефона, ни карточки. Там же целая процедура туда попасть, в этот Клод-код. Так что иногда их жаль, этих людей. Я понимаю, как стремительно эти люди отстают. Это как, я не знаю, выпустили новый язык программирования, все на него уже переходят, или не все, а понятно, что на него переходим, потому что он лучше и качественнее. А рядом с тобой сидят люди, которые кодят на C++ и будут так кодить долго еще. И ты на них смотришь и понимаешь, что они во всем проиграют. Они потеряют в итоге оплату хорошую, они потеряют интерес к работе. То есть это люди,
заторможенным, затормаживающимся развитием. И их, конечно, жалко. Их очень много вокруг. И мы уже обсуждали в прошлый раз, что санкции, барьеры, блокировки, все это лишь увеличивает количество таких людей на этой территории, на территории нашей страны, вот Российской Федерации. Зачем это делается? Кому это выгодно? Разве это хорошо? Я считаю, что это нехорошо. Опять же, я не возмущаюсь там не конкретно Роскомнадзором. Я понимаю, что это один из шагов. До этого были сделаны еще десятки шагов, которые все ведут примерно к одному. Все ведут к изоляции, технологической изоляции. Я понимаю, что да, санкции, как это называется, суверенитет технологический, все это, конечно, очень важно, но как будто это недостижимо теми методами, которые используются. Хотя Китай делает ровно так же. Да? Китай тоже блокирует, дает там этим китайцам своим какой-то DeepSeek, но DeepSeek и Claude Code это разные вещи совершенно. Дальше. Правда ли, что вы перешли с позиции руководителя лаборатории в Huawei на позицию разработчика? Какие причины и насколько поменялся спектр решаемых задач? Да, это правда, это произошло еще в начале лета, то есть это довольно старая информация. Да, я был руководителем лаборатории довольно долго, около 6 лет, и сейчас я как разработчик. Ну, тут две мысли могу вам высказать в этой связи. Первое, это вполне логично, потому что результатов таких прям ярких, которые бы хотелось достичь, у меня и у моей небольшой команды пока достичь не получается. То ли мы не дотягиваем, я в первую очередь, технически, интеллектуально, как специалисты. Вполне может быть. Второе, может быть, задача слишком сложная для такой небольшой группы и для тех сроков, которые мы поставили себе. Может быть, мы замахнулись на что-то большее, чем способны сделать. В общем, вполне себе логично, что, по заслугам, я получил. Хотя я не сильно пострадал от этого, но такой, да, даунгрейдинг произошел. А вторая мысль, я вам скажу, что у меня нет никаких негативных настроений, ощущений по отношению к компании Huawei. Я хорошо понимаю, что есть компания с ее стратегией, с ее создателями, с ее бэкграундом, с теми, кто за ней стоит, с ее видением будущего. А есть конкретные люди, которые конкретно со мной коммуницируют, контактируют на своих рабочих местах. Кто-то мой менеджер, кто-то мой подчиненный, кто-то рядом со мной. Вы сами понимаете. То есть уровень, который куда ниже, чем уровень корпорации. И те люди, которые сидят наверху, на самом верху, и те люди, которые со мной состыкованы, это разные люди. И я хорошо понимаю, что это люди с разными интересами. И решения, принимающиеся на моем уровне, типа сделать меня там руководителем группы или сделать меня руководителем группы поменьше или группы побольше, принимаются решения людьми на моем уровне, на невысоком. И на них, к ним у меня есть какие-то претензии. Да? Кто-то там с кем-то не согласен, кого-то я считаю специалистом там невысокого уровня, кого-то наоборот. В общем, к ним у меня претензии есть. А претензий к компании у меня вообще нет. Я считаю, что Huawei это реально единственное, у меня такое субъективное мнение, оно может, конечно, быть вам, казаться вам смешным, но мне кажется, это единственная компания, которая технологическая, которая способна и хочет бросить вызов американской гегемонии на IT-рынке. Она по масштабам способна это сделать, по своим масштабам. У нее, скажу прямо, получается так себе пока. Я не могу сказать, что я прям горжусь успехами, но я понимаю, куда она хочет идти. И мне этот вектор близок. И я его разделяю. И мне компания в этом смысле это очень нравится. А это главный смысл. Да, есть детали такого управленческого негатива, который я могу как-то испытывать. Да, какие-то люди рядом со мной там недооценили меня, я такой замечательный. Они там что-то мне там со мной сделали меня руководителем там малой группы, а раньше я был более крупной группы, ай-яй-яй, какие. Это завтра что-то поменяется, завтра будут новые люди, завтра в обратную сторону будет движение. Это все мелочь. Стратегически меня устраивает, куда движется компания, а я вместе с ней. Так что я вам все рассказал.
И дальше вопрос от другого человека, но он так склеен, поэтому сразу к нему. Спрашивают меня тоже про Huawei. Насколько вы реально влияете на найм, уровень зарплат, оценки эффективности, развитие людей, интерпретацию корпоративных ценностей? Не сильно влияю. Находясь на своем уровне, у меня достаточно низкий уровень, даже будучи там, руководителем лаборатории. Ну, это подразделение чуть крупнее, чем то, ну не чуть, а крупнее, чем то, которое называется малой группой. Это там 50-100 человек, такая группа. В ней, конечно, мало на что можно реально повлиять. И это одна из моих претензий к менеджменту. Вот мне кажется, это неправильно. Мне кажется, что должно быть больше свободы в решении задачи, меньше гайдлайнов и regulations, которые спускаются сверху. Но компания большая, и она достаточно так строго зарегулирована, причем в тех вопросах, которые для меня важны. То есть я как менеджер, вы знаете, какие мои мысли относительно менеджмента, я за то, чтобы менеджер влиял на уровень зарплаты, на найм сотрудника, на его премии, на его бонусы, на его вознаграждение и увольнение, наказание и поощрение. Для меня эти вопросы являются ключевыми в менеджменте. И если этих инструментов нет в руках у менеджера, то я не понимаю, какой это вообще менеджер. Чем он тогда управляет? Просто разговаривает и делает вид, что он руководитель, но потом сверху спускается там изменение зарплаты всем сотрудникам. Вот взяли и там повысили, допустим, этим. И мало что можно в этом формате сделать. Можно немного повлиять, но просто взять и кому-то в 2 раза больше заплатить, а кому-то в 2 раза меньше невозможно. И я думаю, что это в любой большой компании невозможно так сделать. Потому что, наверное, будет хаос, если дать возможность менеджерам вести себя так свободно. Вот. А я не имея такой свободы, получается, и не менеджер-то вовсе. И у меня не очень хорошо получается быть менеджером с обрубленными инструментами. Вот это не можешь, ты это не можешь, а теперь управляй. У меня руки опускаются, и я понимаю, что мои усилия по управлению, они будут просто на ветер. Я буду разогревать просто атмосферу своими действиями. Я их и не делаю, эти действия. Потом проходит время, а у меня спрашивают, ты почему не делал ничего? Я говорю, так а смысл это делать, если все равно все решено уже? А мне говорят, надо делать. Раз ты не делаешь, значит ты не делаешь. Вот мы тебя и будем классифицировать как того, который не делает. Логично. С их стороны тоже можно понять. Со стороны вертикали. Так что в большой компании, я думаю, что многие из вас, кто работает в больших корпорациях, особенно менеджерами, вы понимаете, что вы, будучи менеджером, являетесь буквально не менеджером, а наблюдателем, надзирателем, смотрящим. Вы просто, как я вам говорил, стоите на вышке и смотрите, чтобы заключенные не убежали, чтобы они ходили по кругу и в общем, соблюдали режим содержания. Но вы не можете кого-то из них одного взять и выпустить из тюрьмы. Это вне вашей компетенции. Или наоборот, кого-то с улицы взять и посадить туда. А тогда вы не управляющий, не менеджер. Вы просто охранник. А я как охранник неэффективен. Я плохо понимаю эту работу, она мне не очень интересна, если честно. Так, дальше ваши вопросы. Еще 4 осталось из тех, которые были в Телеграме. Ускорит ли Rust смерть Java, C# и подобных? Ускорит, безусловно. Вопрос только, с каким ускорением это произойдет. Я думаю, что не так быстро, как нам бы хотелось. По 2 причинам. Первое, люди просто в принципе инертны. И для серьезной смены парадигмы нужно, как говорил Даглас Крокфорд, которого я интервьюировал на своем канале на YouTube не так давно, необходимо поколение. Это примерно 20-25 лет для того, чтобы люди умерли или вышли на пенсию, те, которые считают C# хорошим и правильным языком, и пришли новые люди, которые считают Rust логичной заменой. Но за пару лет не произойдет этого, потому что сами понимаете почему. Люди держатся за рабочие места, людям очень трудно отказаться от своего мнения, люди не хотят переучиваться, особенно если им 30 лет, а то еще и 40, а то и 50, как некоторым. То, конечно, никто не хочет сдвигов серьезных. Нужно этих людей на пенсию отправить, тогда придет Rust. Это лет 20-30. А второе, Rust не такой прекрасный язык, как кажется. Попробуйте на нем попрограммировать, вы поймете, что он лучше, чем C++ во многих вопросах, но у него тоже есть масса сложностей, масса к нему претензий.
существует. Можно было бы сделать лучше. И это вам скажут дизайнеры еще более новых, еще более дерзких языков, которые считают, что лучше Rust можно сделать. Так что Rust не убийца, он просто еще одно эволюционное звено в системном программировании. Это мое мнение дилетанта, который написал 3 библиотеки на Rust, но тем не менее написал. Дальше. Вы в своей книге упоминаете, что в тестах должен быть только один ассерт. Как быть с тяжелыми интеграционными тестами? Поясню, о чем идет речь. Внутри тестового метода мы собираем некую конструкцию из вызовов и результатов, и потом финальный результат хотим проверить. Допустим, что у нас XML-документ сгенерировался, и в нем, например, не 0 байт. Вот такая проверка. Но генерировали мы его 10 секунд. А теперь мы хотим сделать вторую проверку, что в нем не просто 0 байт, а в нем еще и имя правильное у документа, у этого XML файла. То есть нам нужен второй ассерт. Первый проверяет размер, второй проверяет, что в имени есть подчеркивание и цифры. И расширение .xml. Нам получается, что новый тест нужно написать. Второй, который будет снова несколько десятков секунд опять собирать XML файл. И выглядеть он будет точно так же. Это будет дублирование кода. Мы в одном месте сделали и потом в другом. Конечно, это нелогично, неразумно. Я бы делал не так. Я бы делал специальные матчеры. И я это в книге Angry Tests предлагаю. Вы должны написать свой матчер, который делает один ассерт, который используется в одном ассерте, и внутри него вы делаете все проверки вашего XML документа. Тогда у вас тест будет иметь один ассерт в конце, как мы и хотим, но ассерт будет говорить: проверь вот этим матчером, что все свойства XML документа удовлетворяют нашим ожиданиям. Понятно рассказал? Так, идем дальше. Это я проверил, что вы меня еще до сих пор видите и слышите. Так, вопрос следующий. ООП плохо уживается с плоскими реляционными базами данных. Думал ли ты, то есть я, над возможными концепциями построения новых баз данных, подходящих для ООП? Я еще когда студентом был, думал об этом, и меня интересовали объектно-ориентированные базы данных. Есть такое направление, и тогда оно было более популярно, чем сейчас, если я не ошибаюсь. Тогда вообще про ООП больше говорили и думали, что это панацея от всех бед. Но потом оказалось, что как-то эти объектные базы данных, они как-то не пошли. Почему? Потому что, не знаю точно почему. Думаю, что потому что перформанс не потянул. С одной стороны, а с другой стороны, потому что представлять данные в виде объектов даже в коде сложно многим программистам. Все-таки табличное представление, оно нам понятней. Excel, таблица, табуляр. Это то, что человеку интуитивно понятно. А объекты — это нужно строить всегда некий граф, держать в голове связи, зависимости. Наверное, это более сложная операция. В общем, не пошло. Хотя я когда-то очень давно меня это интересовало. Я еще когда диплом делал студентом, это еще 90-е годы были, то у меня эта тема была остро в моей голове. Так, зарубежное образование или в российском топовом вузе? Вопрос так звучит. Мы это как-то разбирали уже. Я думаю, что если вы имеете деньги и имеете возможность, то, конечно, зарубежное. Но здесь вот не сказано про топовый, да, то есть это получается какое-то зарубежное образование и российское топовое. Скажу, может быть, вещь непопулярную, но мне по-прежнему кажется, что российское образование... Я вам приведу пример. Я не помню, говорил я вам это или нет, где-то рассказывал. Я год назад, 3 года подряд, был руководителем курсовых и дипломных работ у студентов в 2 вузах, в Вышке и в Иннополисе. И ко мне приходили каждый год 15-20 человек студентов. Это происходит обычно осенью, когда они набирают себе темы для курсовых работ. Мы как преподаватели, там разные приглашенные преподаватели, все остальные, мы подаем темы, которые мы готовы
отдавать студентам. Я сижу и пишу несколько десятков тем. Нужно разработать такой-то инструмент, нужно сделать такой-то ресерч, нужно сделать и так далее. Вы эти темы видели наверняка, я их на своем сайте, на блоге на своем публикую. Я это студентам выдаю, там огромная Excel-табличка ведется и в том вузе, и туда в эту Excel-табличку добавляешь свои темы, а дальше ждешь. Дальше начинают писать студенты, прямо в Telegram пишут: здравствуйте, уважаемый профессор, я вот прочитала про вашу тему или прочитал про вашу тему, хочу с вами делать курсовую работу весь год, я такая замечательная, я такой замечательный, в общем, я справлюсь, возьмите меня. И дальше я должен принять решение, беру студента или не беру. Я могу носом покрутить, сказать: ну-ка пришли свое резюме, покажи, какая у тебя успеваемость. В общем, могу устроить ему некую проверку. И потом в итоге согласиться. Как я действовал раньше? У меня была такая тактика: брать всех подряд. Ну, кроме совершенно редких случаев, которые мне даже не попадались. Я просто брал всех. Я разговаривал с ними, спрашивал, интересна ли им тема. Они кивали головой, говорили: да, интересно. Я думал: ну, возьму и возьму. Это бесплатная рабочая сила. Он начнет делать свою тему, что-то он сделает, какой-то он код напишет, какие-то он, может, исследования проведет. Нам это, ну, как с овцы хоть шерсти клок, да, хоть что-нибудь я получу. И у меня каждый год набиралось до 20 студентов. Вот самого разного толка. Но все 3 года подряд я приходил к выводу в конце учебного года, что из этих 20 человек 2 или 3 реально студенты, которые чего-то стоят, на которых имело смысл тратить время. Потому что все остальные, им нужен был просто зачет, любой ценой. И они обычно приходили ко мне в конце, весь год ничего не делали, а потом приходили в конце и говорили: я все сделал, до сдачи остается 4 дня, вы посмотрите, ну и поставьте мне оценку. Я, конечно, открывал и говорил: как я за 4 дня посмотрю, я даже, А он говорил: да мне любая оценка устроит. Ну, я ставил там. Иногда ставил не зачет сначала, пытался быть принципиальным. Потом я понял, что он не доделает, 4 дня осталось. Его можно только отправить на пересдачу, но он все равно ничего не сделает. Он принесет мне тоже какой-то трэш, написанный клод-кодом. Я буду пытаться ему доказывать, что это мне не подходит, что это писал ИИ. Это все ни к чему не приведет, я только время потеряю. И в итоге я решил провести эксперимент. 1 год, вот этот год, в котором мы сейчас учебный, я сделал входной экзамен. Ко мне пришли опять 20 студентов, примерно. И я им сказал: я возьму вас, каждому из них сказал, но чтобы показать мне, что вы заинтересованы в моей теме и вообще что-то умеете, выберите любой из open source проектов, которые я вам показываю на GitHub. Они все касаются нашей тематики. Это не то, что я там, не знаю, свой веб-сайт делаю. Это какие-то фреймворки на Java, там, на Python, на чем-то еще. И я им говорю: вот вы же Python изучаете, вот возьмите фреймворк на Python, который open source, который там контролирует качество кода, iBolid, допустим. И сделайте туда 3 pull реквеста. Таких, которые наша команда примет. То есть покажите нам, докажите, что вы умеете программировать, умеете добиваться контроля, прохождения рубежа по контролю качества и приемки вашего pull реквеста. Эти 20 человек сказали мне да. И как вы думаете, сколько из них вернулось ко мне с 3 pull реквестами? Ни одного. Никто не пришел с pull реквестами. Но все они, то, что они не пришли ко мне, черт с ним, это понятно, сами понимаете, оно им нужно. Но они же дальше куда-то пошли, и они же в итоге нашли своих кураторов, преподавателей, профессоров. Значит, они в итоге стали делать какие-то курсовые работы. Значит, уровень приемки или, как сказать, сложность попадания к другому профессору, она ниже, чем 3 pull реквеста. Вот вам история о российском высшем образовании. Это 3-й курс, 4-й курс. Там даже и магистры бывали, бакалавры точно. То есть немножко надавить, чуть-чуть добавить контроль, чуть-чуть добавить усложнения, и человек переходит в соседнее направление, где этого контроля нет, где он сделает что-нибудь. Я не говорю, что там плохие преподаватели, я не говорю, что это студенты такие плохие, безграмотные, ленивые. Но вы видите цифры, вы видите реакцию, как среагировал рынок. Небольшое давление привело к тому, что я полностью потерял. Они даже не разговаривали со мной. Это не то, что они сказали: а давайте не 3, давайте 1. Они даже не пытались.
Они даже не присылали мне pull-реквесты, а потом я им там, не знаю, делал ревью и говорил: слушай, плохо ты программируешь, иди учись. Этого не было. Они просто шли к соседнему профессору, получали там тему и сейчас этими темами занимаются. Теперь вы у меня спрашиваете, вам зарубежное образование или российский топовый вуз? Я сейчас вам назвал 2 топовых вуза. Это не там, не где-то далеко, в глубинке. Нет. Я не знаю, как за границей. Я не работал нигде в зарубежном вузе. Надо попробовать. Я бы с удовольствием посмотрел, что там происходит. Тогда бы я вам сказал. Но вот получите ли вы образование в российском топовом вузе? Это вопрос. Это будет зависеть, я думаю, только от вас. На 99% от вас, от вашего желания, от вашего распределения времени, от того, чем вы будете заниматься. Вам вуз даст вот то, что я вам рассказал. Вы просто будете идти по очень легкой тропинке. Вас вуз не будет сильно напрягать. Вы будете более-менее свободно проходить дальше. Если вы не совсем там, ну, не знаю, не будете вообще посещать лекции, тогда да, вас отчислят. Но такой мой... Я не знаю, как я буду действовать в следующем учебном году. Вот я перед такой дилеммой сейчас нахожусь. То ли мне опять брать всех подряд без проблем и тратить на них на всех время, не понимая, на кого стоит тратить время, на кого нет. Но что-нибудь они делают, да. Либо опять включить такой же жесткий барьер, но, скорее всего, я опять получу 0. Опять никто ко мне не придет, я ни у кого не буду руководителем. Так, еще один вопрос. Почему у вас высказывания в одних стримах противоречат другим? Это простой вопрос, просто потому что я меняю свое мнение периодически и считаю себя вправе это делать. Почему бы нет? Сегодня у меня одно мнение по какому-то вопросу, завтра оно поменялось. А у вас так не бывает? И я думаю, что чем чаще вы это делаете, чем вы легче отказываетесь от своего мнения, при должной аргументации, конечно, тем у вас подвижнее мозги, тем больше вы сможете изучить, тем больше вы увидите в окружающем мире. Самое дорогое, говорят для человека психологи, это отказ от собственного мнения. Легче собственность потерять, легче деньги потерять, легче смерть близкого пережить, но не отказ от своего мнения. Вот я считаю, что так правильно. И тут к вам приходят и говорят: а мы вас переубедим. И вы слушаете и понимаете, что то, во что вы верили, то, на чем вы стояли много лет, действительно не так. Да вы будете убивать, чтобы не поменять мнение. Так вот, не нужно быть таким. Меняйте мнение. Разрешайте себе принять ошибку в своих убеждениях. Так, еще один вопрос есть. Он про женщин, и мы его оставим, как обычно, наконец, и назовем его философским. У нас не так много времени осталось. Давайте посмотрим вопросы, которые в чате. Видите, мы 50 минут потратили на то, что вы задавали. Но мне кажется, такой формат лучше, потому что те вопросы были все-таки с голосами. Так, тут я тогда выборочно пройдусь. Какие-то вопросы проскочу. Так, что я выберу? Rare, medium, medium well. Medium well всегда выбираю. И я вообще считаю, что вот это убеждение, расхожее мнение о том, что стейк будет жестче при повышении прожарки, я думаю, что это обман, вранье и заблуждение. Можно сделать мягкий стейк прожаренный, а можно сделать жесткий и резиновый rare и rare. Я умею и то, и другое. Я умею делать жесткий, я умею делать невкусный на всем диапазоне. Я могу вам сделать rare, он будет как резина, я могу вам сделать well done, он будет тоже как резина. Без проблем. Но я ел в своей жизни много раз well done, который очень мягкий и вкусный. Так что можем об этом отдельно сделать стрим и там поговорить. Почему инновации должны рождаться в системе, где риск не приносит личной сверхприбыли? Это вопрос про капитализм, да, как обычно. Вы считаете, что человек творит потому что он ущемлен. Потому что сверхприбыль нас что нам дает? Для чего человеку сверхприбыль? Это желание попасть
в более выгодную позицию, чем окружающие. Это должно быть вызвано каким-то определенным расстройством, что ли, или определенным ущемлением своего сознания. То есть он как бы не доел чего-то, и он хочет переесть. То есть зачем ему сверхприбыль? Зачем ему быть там супербогатым? Какой в этом смысл? Если у него есть возможность творить, не будучи таким богатым. Вы опираетесь на гипотезу о том, что люди творят исключительно то ли из жадности, то ли из алчности, то ли из зависти. Это, безусловно, во многом так и есть. Я тоже думаю, что творчество, оно не может на как бы сытый и довольный жизнью человек творить, скорее всего, не будет. То есть должна быть какая-то боль, которую хочется закрыть. Тогда творчество особо... Должен быть враг, вот так. То ли это бедность, то ли это тупость чья-то, то ли это статические методы в объектно-ориентированном программировании, которые считаются нормой. Вот у меня это болит. И я, когда писал книгу, там, Elegant Objects 10 лет назад, я злой очень ее писал. Я хотел прямо в сердце достучаться тем людям, которые думают, что статические методы – это часть ООП. И на этом нужно строить дизайн. Вот хотел прям, чтобы больно им стало от моей книги, чтобы они ее прочитали и заплакали, и спали плохо. Такое у меня было желание. Это логично, да. Но нужно ли при этом именно переводить это в сверхприбыль, именно в деньги, которые потом человек может блокировать? Это же частные деньги. Вы отдаете много денег одному человеку, и он ими начинает распоряжаться уже не всегда так хорошо, как он творил. Вот он хорошо нарисовал картину, ему дали за эту картину там, $20 миллионов. Пока он был художник, он знал, как распорядиться $100 или 1000. А тут ему дали 20 миллионов. Он не знает, как ими распоряжаться. Но он их блокирует, потому что за эти 20 миллионов можно было построить детский госпиталь, можно было школу построить, можно было школу художников создать. А он возьмет эти 20 миллионов и потратит их в казино на... Не знаю, на что он потратит. Купит себе виллу и будет на этой вилле лежать. И ему это и ни радость не принесет, и людям никакого от этого удовольствия, от 20 миллионов. Хорошо, если 20, а если 20 миллиардов? Деньги – это же труд наш. Вы должны понимать, что деньги – это не бумажки. Деньги – это олицетворение труда. И когда у человека много денег, это значит, что мы все должны на него работать. Он в какой-то момент может достать эти бумажки, и мы все как один должны стать на колени и выполнять то, что он сказал. Вот что такое рубль или доллар или любой другой эквивалент. Это долг. Мы ему должны работать на него. И он в какой-то момент может потребовать и потребует, чтобы работа была выполнена. То ли ему дом захочется построить, чтобы мы ему построили, то ли программу написать, то ли фреш морковный сделать. Он говорит, ты мне должен, делай мне. Вот я достаю свои 500 рублей, захожу в кафе и говорю, делай мне фреш. И он должен делать для меня. Он не может отвертеться, он не может сказать нет. Я утрирую, но понимаете, о чем речь. Это долговое обязательство. А тут мы отдаем человеку на целый миллион долговых обязательств. За то, что он что-то сотворил. Может быть, это и хорошо дать ему какие-то, но не в таких больших объемах. Так что сверхприбыль, это ничего в этом хорошего нет. Дальше. Возможно ли оппозиция власти, если государство является единственным работодателем и владельцем всех типографий и серверов? Нет, возможно, оппозиция всегда возможна, но эта оппозиция, она невозможна до серьезных масштабов. Но это прошли те времена, я даже не знаю, были ли они. Вот читаешь книги Достоевского, я сейчас дочитываю эти бесы. Вот он рассказывает про эти кружки революционные, про народную волю, про издательство газет подпольных. Вот они там боролись с революцией, они собирались сделать. Это какие-то штучные экземпляры. 1, 2, 5 человек. Теоретики. Они писали. А потом произошла революция реальная. И за ней мы знаем, что стояло. За ней стояли немецкое правительство. Это была война двух держав. А этих революционеров просто в этой борьбе, их знамя, их флаг использовали. Невозможно сделать какую-то реальную оппозицию, имея
Вообще невозможна оппозиция из народа в государство. Такой войны невозможно. Нельзя воевать с начальством. Вы всегда в этой войне проиграете. То ли это оппозиция к государству, то ли это оппозиция к вашему непосредственному начальнику в офисе. Не воюйте с ним. Над вами находится сила, превышающая вас качественно и количественно. Начальник всегда прав. Уясните это себе. Все, что вы можете делать, это саботаж. Тихий саботаж, громкий саботаж, хитростью, увольнением, избеганием, что угодно, но не прямой конфликт. Как только вы начальнику говорите «я не согласен», вы проиграли. Так же, как с женщинами. Сейчас мы к этому вопросу перейдем. Так и с начальством. Так, идем дальше. Я выборочно, извините, времени не остается. Какие вопросы вы задаете на собеседовании, чтобы быстро понять, с кем имеете дело? 100 раз вам рассказывал, приходите на наш телеграм-канал, называется «Резюмания». И в этом канале мы обсуждаем именно это. Какие вопросы вам будут задавать, к чему готовиться. Я задаю вопросы всегда одни и те же. Я прошу показать, что человек сделал последние 5 лет, чем он занимался. Покажите ваш продукт, что вы делали. Если человек говорит, я работал на такую-то компанию, и весь код остался там, и поэтому показать я ничего не могу, то этот человек для меня на 3 уровня ниже, чем тот, который может достать что-то и показать. Но если человек говорит, я ничего не могу показать, и у меня ничего нет, то я такое собеседование даже особо и не провожу. Мне просто неинтересно. Ну, если очень нужно, если мне очень нужен кодер, который просто покодит, то я дам ему небольшую зарплату. Но это будет несерьезный разговор. Мне будет неинтересен такой кандидат. Мне нужно, чтобы были в руках у него продукты его труда. Принесите мне это. Подписывайтесь, резюмания. Я ссылку дам под видео. Так, как проходит ваши PLD? Я первый раз слышу такой термин. Performance Learning Development. Диалоги с вашим начальством. Как вы проводите PLD со своими подчиненными? Что об этом думаете в принципе? Performance Learning Development. Не знаю я, что это за диалоги такие, кто их вообще проводит. Я не представляю, где вы это все видите. Вот в каких организациях эти диалоги проводятся? Что это за... Это какая-то клоунада, по-моему. Вот если бы со мной проводили такой диалог, я бы просто сказал, давай чайку просто выпьем и не будем время терять. Что на этом разговоре? Начальство мне платит деньги. Вот мой диалог. Я знаю сколько. Вот я знаю, какие деньги оно мне платит. Это предмет разговора с начальством. О чем еще можно с начальством говорить? Перформанс. Ну, я знаю, какой у меня перформанс. Вы же мне заплатили. Если вам не нравится мой перформанс, вы мне меньше заплатите. Я это почувствую в кошельке. Мне не нужно ничего говорить. Я не хочу в диалог. Для этого мне диалог не нужен. Я просто увижу, что денег пришло меньше. Я приду к вам и спрошу, почему пришло меньше, что я не доделал, что нужно сделать, чтобы пришло больше. И он мне скажет это. Вот весь диалог. Я уйду. Это вот перформанс. Learning. Какой learning? Школа, что ли? Почему я должен лернингом заниматься? Я сам знаю, что мне лернить. Или он мне будет рассказывать, что я должен лернить. Но это если я кассир в пятерочке, то да, меня могут отправить на курсы, там, чтобы я лернил, как автоматом пользоваться, да, этим кассовым, на какие кнопки нажимать. Но для девелопера какой лернинг? Я понимаю, что у меня перформанс непосредственно связан с лернингом. Чтобы больше зарабатывать, чтобы мне больше начальство платило, я должен лернить, я сижу лерню. Это часть моей работы. И development. Ну, тут я совершенно не понимаю. Но это, видимо, имеется в виду development меня, да, как специалиста. Типа мне начальник должен сказать, мы тебя будем девелопить, и ты через 3 года станешь руководителем группы. То я эту ерунду даже слушать не буду. Ну, потому что это вранье. Никем я не стану. А если стану, то когда стану, то я это увижу. Зачем слушать от начальства обещания? Ну, это PLD нужно только для тех, кто думает, что он с начальством заодно. Что начальство это тоже вы. Что мы все едины. Но это глубокое заблуждение. Вы должны понимать, начальство всегда против вас. Начальство играет против вас, а вы против начальства. Но вы всегда в проигрышной позиции. Поэтому вы должны просто стараться получить побольше от начальства еды и поменьше побоев. Вот ваша задача. Поменьше бьют, побольше кормят. Ну и вам рассказывают, у вас будет development. Ну сидите, слушайте, хорошо, development. Ну главное, чтобы не возмущайтесь только.
Не задавайте лишних вопросов, ждите, и будут больше платить, хорошо, не будут, увольняйтесь там или занимайтесь чем-то другим. Вот мое отношение к этому PLD. И я, конечно, этот PLD не провожу с людьми, которые, ну, если у меня в команде люди работают, но я стараюсь такой ерундой не заниматься. Я правду им говорю. Самое важное, самый лучший механизм контакта с подчиненным — это через раскрытие ему деталей своей ситуации, посвящение его в ситуацию тебя как начальника. То есть говорить ему правду. Это не так просто. Не всегда это можно, потому что ты не всегда доверяешь своему подчиненному. Возможно, он эту правду возьмет и пойдет, расскажет в HR какой-нибудь, и потом ты получишь. Ну, сначала ты присматриваешься к подчиненному, к человеку, с кем ты работаешь. Потом понимаешь, какой объем правдивой информации ты можешь ему раскрыть. И когда ты ему раскрываешь ее, то это его воодушевляет, это его делает сильнее, это ему помогает жить в организации, потому что он становится с тобой, ну, больше заодно. Он-то понимает, что все равно вы разные, вы все равно противники. Но немного он все-таки помягче, эта конфронтация становится. Когда ты ему сообщаешь, знаешь, например, ты говоришь, а бюджет у нас в этом году сократили, поэтому нереально будет к концу года получить повышение тебе. Ну, потому что у нас всего будет там на повышение, допустим, там 3 человека может пойти по зарплате, а нас здесь 15 программистов. Поэтому, ну, пойми ситуацию, 3, 15, то есть шансы у тебя один из 7. И тот скажет: о, я понимаю, хорошо, что ты мне это сказал, теперь я знаю. И ты скажешь, а ты ему в ответ говоришь своему подчиненному: ты если будешь искать работу другую, ты мне скажи заранее, я понимаю, что ты это можешь делать после той информации, которую я тебе сказал. Но скажи заранее, потому что у меня на тебя все-таки планы. И он тебе скажет: хорошо, дружище, я понял, буду тебя держать в курсе. Вот это вы немножко сблизились. Почему? Потому что ты ему раскрыл детали. Ты не льешь ему в уши про development, что ты будешь командиром через 3 года, только держись, старайся, ну, держишь его за идиота. А сказал ему правду. Пускай она будет тяжелая и неприятная, но это сближает вас. Вот мое отношение к PLD вашему. Так, ведете ли вы какой-либо community of practice форум, либо периодические онлайн-встречи с множеством слушателей в своей корпорации? Такой ли вы там смелый и честный, как тут? Нет, конечно, я не смелый и не честный. Я вам рассказываю, как быть не смелым и нечестным. Почему же я буду там смелым? Зачем? Ну, с кем я буду смелый и честный? К начальнику я сказал вам, как нужно относиться. Аккуратно, не нужно с ним спорить. Но нужно одновременно и понимать, что он в такой же ситуации, как и вы находитесь. Он тоже чей-то подчиненный. То есть он вам не враг как личность. Он нормальный человек, такой же, как и вы. Просто его поставили на позицию выше над вами. Он не с Марса прилетел. У него не 6 рук и нет огня изо рта. Такой же человек. У него тоже дети, жена, у него те же проблемы. Все точно так же. То есть отношение у меня как к личным, к людям совершенно нормальное. И со мной рядом работают нормальные люди, интересные люди во многом. И мы общаемся, обсуждаем. Но разговаривать там о менеджменте и садиться и говорить: ребята, так, я считаю, что должен быть менеджмент по-другому. Зачем? Это будет выглядеть странно и будет приводить только к потрясениям, к таким конфликтам на пустом месте. Вас будут, если вы так будете делать у себя в компании, вас будут в итоге отодвигать в сторону, как странного и ненадежного и токсичного человека. Не обсуждайте вопросы. Это вот так, на стриме можно, но я же абстрактно на стриме говорю, я же не говорю о конкретных людях. Я вам в целом говорю, вот есть абстрактный начальник. Но когда вы приходите на работу, то вы держите свое мнение при себе. Ну, потому что, еще раз, потому что эти люди, они тоже люди. Их не надо зря просто так триггерить и злить. Вежливость — это самое выгодное. Вообще, общаясь с человеком, какой бы он ни был, как бы вы его там не презирали за то, что он статические методы использует, всегда думайте, что перед вами ваш будущий начальник, от которого зависит ваша зарплата. Вот такую формулу. Где-нибудь в очереди вы подошли к человеку, он вам нагрубил. Представьте, что перед вами ваш будущий начальник. У вас сразу поменяется отношение. Вы сразу скажете: да, и ничего страшного, нагрубил. Ничего, все бывает, я понимаю, у вас тяжелый день. То есть понимаете, что за человеком будет продолжение. И работая в больших компаниях много лет, многие понимают, что это так. Сегодня это ваш подчиненный, завтра это ваш начальник. Сегодня это вам никто, он сидит в соседней комнате, и вы его видите за обедом. А завтра это большой босс,
который вас вызывает и решает, платить вам, там, повышать вам зарплату или нет. А вы его вчера, там, позавчера и не здоровались, и не обращали на него внимания. То есть, понимаете, что люди причудливо могут растасоваться в будущем, и лучше не создавать на пустом месте врагов. Так, еще пару вопросов. Куда девать человеческий инстинкт доминирования и накопления ресурсов в бесклассовом обществе? Да нет такого, я думаю, инстинкта накопления ресурсов. Доминирование – да, а вот накопление ресурсов, ну есть же пределы, мы уже только что поговорили о ресурсах. Их же какое-то количество нужно накопить. Вы же, нет желания у живого существа накапливать 10 миллиардов долларов. Это бессмысленное желание, не подсильное человеческому разуму. Так. Как приобрести мою книгу по тестированию? Есть телеграм-канал, полистайте в нем вверх, и там все объявления про книги, все размещено. Можете, пока они еще есть. Покупайте. Так, что я думаю о частной собственности на средства производства? Отрицательно отношусь. Я против капитализма. Так, вот тут подписун мне пишет. Но у меня отписуны есть. Подписуны это... Пожалуйста, заходите. А вот есть еще отписуны. Так, я выберу еще один вопрос и перейдем к последнему философскому. Топовые вузы по IT выпускают слабых специалистов. Топовые вузы по IT не выпускают специалистов. Специалисты сами выпускаются. Вот что происходит. Так было, когда я учился, и так происходит сейчас, через 30 лет после того, как я уже отучился. Они их не выпускают, они сами оттуда выпускаются. Если специалист хороший, то он и был на входе в вуз специалистом, и на выходе он будет специалистом. А если нет, то нет. И процент этих специалистов крайне невысок. Вот там 10% из всей группы, если стоящие того, то они выпускаются. У меня на блоге есть статья о том, как я первый раз в своей жизни читал полноценный курс лекций по дизайну, системному дизайну для студентов, по-моему, 3-го курса Иннополиса. Я там подробно рассказал свою историю, как, что происходило. И там же вы можете посмотреть курсовые проекты, которые сделали мои студенты. У меня было более 200 студентов на потоке. Из них хороших проектов получилось до десятка. Вот вам процентное соотношение. До десятка. Ну, там в каждом проекте было по одному, по 2 студента. Хорошо, 20 студентов были чего-то достойны. Из 200. Вот вы дальше спрашиваете, хороших ли специалистов выпускают вузы? А все 200 были выпущены. Их же не выгнали 180. Это же не то, что 20 вышли, а 180 были отчислены. Нет, все приблизительно 200, может быть, какие-то единицы были отчислены, но примерно весь поток вышел из вуза. Но спросите у меня, кто из этих 200 должен идти работать по специальности, а кто должен идти в пятерочке кассиром работать? Я вам скажу, что 20 должны по специальности, а 180 найдут себя в пятерочке. Но университеты считают иначе. И Министерство образования считает иначе. И, судя по всему, профессора и студенты считают тоже иначе. И вот в этом беда. То есть это как будто бы не высшее образование, оно как будто не фильтрует, как должно. Оно же должно работать в формате фильтра. Оно должно отбраковывать материал, который не проходит через фильтр. Оно не отбраковывает, оно принимает больше. Нам нужно много программистов по стране. Нам нужно, сколько там цифры в прошлом году декларировали, там 80 тысяч программистов, что-то такое. Там, каждый год нам нужно новых. Ну, кто их будет делать? А таких вот профтехучилищ для кодеров у нас как будто нет. И как будто это не модно, да? Никто не захочет пойти в профтехучилище, там на Python на 6 месяцев поучился и пошел работать. Но нам таких людей нужно много. А в высших учебных заведениях должны учиться люди, которые, вот те 20 человек, которые у меня на курсе были как лучшие. Все, давайте последний вопрос про женщин. Вы тут интересуетесь. Вопрос звучит так. Сталкиваетесь ли вы с проблемами в отношениях с женщинами из-за своих взглядов на семью, детей и совместный быт? Обсуждаете ли такое на старте? У меня был недавно опыт
интересный. Оказался я в компании, там были и девочки, и мальчики, и зашел в разговор о личных границах. Такая модная сейчас тема, каждый считает, что это очень важно, отстаивать, выстраивать, защищать свои личные границы. И каждый там имел что сказать. Вот девочке даешь слово, и она говорит, значит, для меня недопустимо вот это. Я, значит, если там парень поздно с работы возвращается, это недопустимо. Если он от меня требует, чтобы я занималась там таким-то спортом, это недопустимо для меня. Если он хочет, чтобы я ехала с ним на море, а я не хочу на море, то это недопустимо. И так далее. И парни тоже в обратную сторону. Если, значит, женщина, там у нее, что-то он рассказывал, если она там что-то курит, например, да, то это недопустимо для него. И так далее. Какие-то у него недопустимые границы. А я им говорю, участвуя в дискуссии, говорю, а я вот считаю, что сама концепция личных границ, она дефективная по определению. Что должна быть в основе отношений любовь находиться, и влечение друг к другу, и желание быть друг с другом, и желание помогать другому, и желание разрушать личные границы, и желание отдавать, а не выстраивать барьеры друг между другом. Они на меня посмотрели так все. Типа, чё? Какое-то не модное какое-то мнение, да, оно странное, и в итоге я понял, что я сморозил лишнее, сморозил не то, что в тренде, не то, что сейчас заходит. Ну и вот, возвращаясь к вашему вопросу, сталкиваюсь ли я с проблемами? Сталкиваюсь с проблемами, потому что, встречая девушку, женщину, и пытаясь ей рассказать о чем-то, как ты видишь, ну, не то, что, даже не надо сказать, что конкретно видишь, как ты видишь межполовую динамику, как тебе кажется должно быть, как вопросы этики и морали в этой области должны быть сформулированы, то я общаюсь не с одним человеком, а с целым культурным слоем. За этим конкретным человеком, за этой девушкой стоит многое. За ней стоит весь Инстаграм, за ней стоит мама, бабушка, подруга мамы, подруга бабушки, за ней стоят все ее подружки, за ней стоит ее воспитание, с которым она пришла. И воспитание, с которым сейчас приходят женщины молодые, оно, на мой взгляд, сильно дефективное. Оно ведет к тому, что в итоге эти женщины не находят себе пары, не находят себе семью, не могут эту семью выстроить, не могут ее удержать в стабильном состоянии. И не потому, что они некрасивые, глупые, не умеют готовить, или у них, я не знаю, там, пахнет изо рта. Нет, все это не так. Они прекрасны, они симпатичные, они умницы, они и спортом занимаются, и на работу ходят. Но не получается у них создать, как много сейчас этой проблемы, много очень одиноких девчонок, да и мужчин тоже. Но для мужчины как будто это не такая большая проблема. Одинокий мужчина это не проблема, он себя чувствует комфортно. Но одинокая женщина это трагедия для социума. А если они еще в массе своей, а их подавляющее большинство. Сейчас женщина с мужем, с ребенком, живущая не в конфликте, а живущая в счастливой семье, это редкий случай. Это не часто это встретишь. Почему? Не потому, что, еще раз говорю, дефект в людях, а потому, что их к этому готовят. Их примерно так тренируют. Может быть, неосознанно. Это не то, что есть какой-то замысел, может быть. Хотя я не исключаю и наличие определенной злой воли за этим стоящей. Сделать так, чтобы человек был уверенный, будучи в личных границах, уверенный, будучи в том, что отношения с мужчиной – это договорняк, что это партнерство, что это делюга какая-то, что это я тебе, ты мне, что это то, о чем нужно договариваться сначала, то, о чем говорят психологи. Нужно сесть и договориться, как вы будете строить свои отношения. Торговля, базар превращают любовь, превращают чувства, превращают интимный вопрос, превращают такой тонкий и нежный вопрос в договорняк. И не держится договорняк долго. Потому что неинтересен мужчине, неинтересна ему женщина, которая с ним по договоренности. Ему интересна женщина, которая влюблена в него.
И точно так же женщине не интересен мужчина, который по договоренности занимается ею. И потому что она с ним договорилась. Ты знаешь, вот ты должен вот на работе обязательно работать, и у нас должна быть двухкомнатная квартира. У нас такие вот условия брака. Она не хочет так. Она хочет, чтобы он ей все отдал. Она хочет, чтобы он ее всею ею занимался. И был полностью ее защитой и опорой. А не потому, что они договорились вначале, а еще и брачный договор подписали. Это вообще отвратительная история современного общества. То есть нас как бы вначале готовят к разлуке, готовят к одиночеству, готовят к невозможности построить стабильные отношения. И вот мой опыт конкретно, я общался с людьми, это было в Москве, это современные молодые люди, там 30-40 лет им в таком диапазоне. Они все как один твердят одно и то же. Личные границы, личные границы. Они даже не понимают, что это такое, к чему это приводит. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, у меня есть проблемы, потому что я наталкиваюсь не на мнение одной женщины, а на мнение, сформированное целой социальной огромной группой, которая называется «Современные женщины России». Но я думаю, даже не России, а просто мира. И это даже трудно обвинить конкретно какой-нибудь феминизм в этом, да, сказать это. Но феминизм, он был и 100 лет назад, тоже был феминизм. Это какая-то более свежая тема, это какая-то более, и даже более токсичная, более опасная тема. Вот это вот тема договорника, когда мужчина и женщина договариваются. Вот если вам скажет психолог, что вы должны с вашей пассией, с вашей парой договариваться, знайте, что это дорога к разводу, к расходу, к одиночеству. Такую мысль я с вами оставлю на сегодня. Получим еще какое-то количество отписунов, но я уже готов, я привык, но кто-то и подпишется. Спасибо, что пришли. Надеюсь, я вас не утомил сегодня. Увидимся в следующую пятницу. Надеюсь, что в следующую пятницу в 6 часов, как обычно. Всем пока. Попытаемся выключить наш стрим правильно. Пока.